И сама головка у нас еще вдобавок на гибком шланге. Я думаю, вот в таком виде наш инфракрасный паяльник будет очень удобно использовать. А теперь давайте приступать. Сам прикуриватель разбирается очень просто. Откручиваем рукоятку, откручиваем гайку, и прикуриватель у нас разбирается. У фонарика откручиваем световой элемент, вынимаем батарейки, извлекаем изнутри фонарика пластиковые элементы кнопки. На световом элементе верхнюю часть с магнитом необходимо отрезать ножовкой по металлу. Немного шлифанем неровности. Теперь перейдем к телескопической части и отпилим головку с гибким шлангом и одним коленом. Заднюю часть с магнитом также отпилим. Вот наши все детали, из которых мы будем собирать инфракрасный паяльник. Приступим к первому варианту. Для этого нам надо будет сточить вот этот керамический изолятор. Вот так бы это примерно смотрелось. Но в процессе обточки изолятор развалился пополам. Придется придумать что-нибудь другое. В голову пришло закрепить спираль прикуривателя с помощью холодной сварки. А получилось, кстати, довольно-таки неплохо. Для подключения использовал медный многожильный провод с сечением 2,5 мм без оболочки, которую впоследствии заменю на термоусадку. Вот что получается. Один контакт идет внутри, второй на корпус. Но вариант не очень хороший, так как гибкий шланг от этого теряет свои свойства. Дальше опять-таки с помощью тонны холодной сварки скрепим рабочую часть с рукояткой. И для подключения к блоку питания буду использовать провод 2 на 2,5. С помощью гаек и шайб подключаем центральный провод непосредственно к прикуривателю. И изолируем термоусадкой. На рукоятку также наденем большой кусок термоусадки. Хоть этот вариант и не совсем рабочий, но зато самый красивый. Для подключения к блоку питания буду использовать два вот таких контакта. Но как я уже говорил, схема не совсем рабочая. На 7 вольтах видно, как нагревается спираль, но потом ампераж резко падает. Скорее всего, где-то плохой контакт. Для второго варианта пришлось полностью переделать головку, чтобы ток шел не по корпусу, а непосредственно на прикуриватель. И от центрального контакта тоже пришлось отказаться. Теперь оба контактных провода идут снаружи, заходят через отверстие для кнопки. Этот вариант тоже неудачный, паяльник то работал, то не работал. Контакт куда-то пропадал, и при сильном нагреве термоусадка, а также сама холодная сварка начинали очень сильно дымить. И третий вариант, и все в ту же калитку, вроде бы учел все недостатки, но не учел одного факта. Факта, что при сильном длительном нагреве холодная сварка превращается в золу и пепел, а термоусадка на контактных проводах совсем обуглилась. Но несмотря на это, даже таким паяльником мне удалось отпаять несколько деталей. И последний, четвертый, стопроцентно рабочий вариант, где пришлось отказаться от верхней гайки в пользу керамического изолятора, но для этого пришлось купить новый прикуриватель. Аккуратно сточил бормашинкой изолятор по контуру, чтобы он плотно входил во внутреннюю часть фонаря.
этом рукоятка лишь слегка нагрелась, поэтому не рекомендую к слишком длительному его применению. И у блока питания охлаждение не справляется 65,5 градусов. Ребят, ну на этом, думаю, пора заканчивать, поэтому пользуйтесь, создавайте, экспериментируйте. А также подписывайтесь на канал, ставьте свои мега лайки, пишите комментарии. Всем большое спасибо, всем удачи!